Друзья, привет! Сегодня я делюсь рецептом чебуреков. И не откладывая в долгий ящик, приступаем. Готовлю первым делом фарш. Это рубленое мясо или пропущенная через мясорубку свинина. Желательно взять крупную решетку, чтобы мясо напоминало по текстуре рубленое мясо. Полкилограмма мяса, 350-400 граммов лука, почти 1 столовая ложка соли на это количество мяса и лука и где-то около 1 чашки или пол чайной ложки перца. У меня смесь перцев, как всегда. Перец, кроме остроты, дает еще и аромат. Эту смесь надо обязательно перемешать хорошенько, чтобы лук с мясом смешались и отдали друг другу соки. Лук при этом при наличии соли пустит дополнительный сок. Этот сок впитывается белком, который находится в мясе, поэтому надо обязательно в этот фарш добавить немного водички. Ну как немного? Для того, чтобы фарш был жиденький. Те, кто пробовал, а может быть и неоднократно пробовал чебуреки, знают, что в них обязательно находится сок, которым, как правило, многие еще и обливаются. Вот такой вот полужидкий должен быть состав фарша. Дальше тесто. Тесто у меня заварное. Как его готовить, я дальше расскажу. Сейчас я показываю, как делаются чебуреки. Посмотрите дальше ролик о составе теста и о его приготовлении. Дальше будет мой небольшой рассказ. Делю то количество теста, которое у меня есть, пополам и раскатываю где-то до толщины не более 2 сантиметров. Ну, скажем так, не более и не менее. Слишком тонкое порвется, слишком толстое будет. Ну, чебуреки мы же, как говорится, берем не для того, чтобы наесться теста. Мы берем его для того, чтобы поесть вкусного фарша в зажаристом пузырчатом тесте. Почему оно получается пузырчатым, я уже сказал, дальше расскажу. Раскатанное тесто надо нарезать кружочками, лепешками. Для этого я использую обычное чайное блюдечко. Какого оно диаметра, я не знаю, честно говоря. Даже не замерял и не интересовался. Ну, они примерно одинакового все диаметра. Дальше в эту лепешку уже вот нашу сочный фарш выкладываю хорошую полную ложку столовую на 1/2 лепешки. Второй половиной я закрываю и защипываю края плотненько, для того, чтобы сок и жидкость, которая находится в фарше, не вытекала, иначе будет очень сильно шкварчать чебурек во время жарки на сковороде и получится несочным. Для того, чтобы закрепить края, их надо еще и прижать вот так вот вилочкой. Ну, не то чтобы и эффект закрепления краев, но еще и придается эстетический вид. То же самое я делаю со второй половиной теста. Раскатываю его с остатками теста, которые остались после нарезания с первой половины. И остальные чебуреки точно так же подготавливаю к жарке. Вид у них традиционный, как видите. Все подготовлены, все заготовки. Теперь начинаю жарить. Ставлю сковороду на средний огонь. Масло надо налить побольше, потому что чебуреки должны жариться в полуфритюре. Сковороду лучше взять побольше, для того, чтобы там не жарить по 1-2 чебурека, так, чтобы поместилось хотя бы 4. У кого есть побольше сковорода, может быть 5 и 6 штук. Жарятся они с одной стороны сначала до золотистого цвета. И пока они жарятся, я расскажу, как готовить тесто. Просеиваю 3 стакана муки. Желательно его просеять, чтобы обогатить кислородом. Дальше наливаю в кастрюльку 1 стакан воды, где-то 300 мл. Добавляю пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара и 2 столовые ложки
растительного масла. Любого, рафинированного желательно взять, подсолнечного растительного масла. Эту смесь в кипящей же воде прямо на плите перемешать. И дальше уже надо взять часть муки, а именно где-то 4 столовые ложки, добавляя в эту кипящую воду прямо на плите, перемешивать для того, чтобы не образовывались комки. Если там будут небольшие комки, то ничего страшного, во время дальнейшего вымешивания теста они исчезнут. И вот таким образом получается заварное тесто. Но так как я завариваю не всю муку в кипящей воде, а только ее часть, поэтому это тесто называется частично заварным. Все, отставляю его в сторону, даю немного остыть. Оставшуюся муку на рабочую поверхность высыпаю, подготавливаю некоторую лунку и туда выкладываю уже остывшее тесто для того, чтобы уже прямо непосредственно в этой муке вымешивать. Тесто должно остыть немного для того, чтобы можно было работать руками непосредственно, иначе с горячим тестом работать тяжело, а может даже и невозможно. Сюда же вбивается одно сырое яйцо. Его можно вбить прямо в кастрюлю, можно вбить во время замешивания теста в муке. Не имеет никакого значения, все равно оно попадает в тесто, это яйцо. И секретный ингредиент. Сюда же я добавляю 2 столовые ложки водки для того, чтобы тесто было пузырчатым, о чем я говорил чуть раньше. Дальше прямо в муке, как я и говорил, вымешиваю я тесто. Оно возьмет столько муки, сколько ему надо. Лишнего не надо, оно должно быть эластичным и не должно липнуть к рукам. И даю ему, переложив в отдельную тару и накрыв пищевой пленкой, где-то полчаса отдохнуть. Тем временем одна сторона наших чебуреков уже поджарилась до золотистого цвета. Переворачиваю на другую сторону. И точно так же слежу, чтобы они поджарились ровно до такого же цвета. И в принципе, как только вторая сторона чебуреков стала такого же золотистого цвета, их можно вынимать. Они уже готовы к употреблению. Употреблять их надо горячими, потому что сок, который находится в фарше, он впитывается в тесто, если они долго лежат. Поэтому их надо есть горячими и свеженькими. Я сейчас порву один чебурек для того, чтобы показать. Вот такого цвета красивого получается внутри приготовившееся мясо. Сок достаточно, он вытекает. Приятного аппетита. Готовьте вместе со мной. А для этого подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. У меня еще их будет впереди много. Ну и ставьте лайки, если этот рецепт понравился. Пишите комментарии под этим роликом. Если у кого-то возникли какие-то вопросы, задавайте. Делитесь ссылками в социальных сетях и мессенджерах с друзьями. До новых встреч!